Представь себе растение, которое цепляется за камень, за дерево, за старые стены и поднимается вверх, несмотря ни на что. Оно не боится тени, холода и времени. Его можно встретить в горах, лесах, у старых домов и даже на руинах древних построек. Это растение веками считали символом жизни, выносливости и вечности. Речь идет о плюще. Плющ окружен противоречиями. Одни считают его ядовитым и опасным, другие – ценным лекарственным растением. О нем слагали легенды, им украшали храмы, его использовали в народной медицине, но при этом всегда относились с уважением и осторожностью. В этом видео мы спокойно и подробно разберемся, чем на самом деле является плющ, какие у него полезные свойства, где правда, а где мифы, и почему это растение нельзя недооценивать. Плющ – это вечно зеленое вьющееся растение, которое способно жить десятилетиями и даже столетиями. Его главная особенность – удивительная выносливость. Он может расти там, где другим растениям не хватает света и пространства. Благодаря воздушным корням плющ цепляется за опоры и медленно, но уверенно поднимается вверх. Именно поэтому с древних времен он стал символом стойкости и силы жизни. Родиной плюща считают Европу, Кавказ, Малую Азию. Сегодня он широко распространен в лесах, горах и предгорьях, особенно в местах с мягким климатом. Плющ предпочитает тень и влагу, но при этом способен приспосабливаться к самым разным условиям. Его темно-зеленые кожистые листья остаются зелеными круглый год, что делает растение особенно ценным и заметным в природе. С древности плющ играл важную роль в культуре и символике. В античные времена его связывали с жизненной силой и возрождением. В Древней Греции плющ посвящали Дионису, богу жизни и обновления. Венки из плюща надевали во время праздников, считая, что растение защищает от болезней и дурных мыслей. В средневековой Европе плющ символизировал верность и бессмертие, а также использовался как защитное растение. Но помимо символики, плющ всегда привлекал внимание своими свойствами. В народной медицине использовали в основном листья плюща. Их ценили за способность влиять на дыхательную систему, помогать при кашле и скоплении мокроты. Не случайно и сегодня экстракт плюща входит в состав многих сиропов и средств для поддержки дыхательных путей. Полезные свойства плюща связаны с его богатым составом. В листьях содержатся сапонины, флавоноиды, органические кислоты и другие биологически активные вещества. Именно сапонины придают плющу отхаркивающее действие. Они способствуют разжижению мокроты и помогают организму легче очищать дыхательные пути. Поэтому плющ традиционно использовали при затяжном кашле и простудных состояниях. Кроме этого, в народной практике плющ применяли наружно. Настои и отвары использовали для компрессов, растираний и ухода за кожей. Считалось, что плющ помогает улучшить состояние кожи, поддерживает ее тонус и способствует очищению. В некоторых традициях его применяли при болях в суставах и мышцах, используя в виде наружных средств. Интересно, что плющ всегда считался растением, требующим осторожного обращения. Его ягоды действительно ядовиты, и именно поэтому в народе закрепилось мнение, что весь плющ опасен. Однако это не совсем так. Лекарственную ценность имеют именно листья, и только при правильном использовании. В этом и заключается главный принцип работы с плющом – знание и мера. Важно понимать, что плющ – это не растение для самостоятельных экспериментов. Его не используют бездумно и не принимают на всякий случай. В традициях народной медицины всегда подчеркивали, плющ помогает тогда, когда его применяют грамотно и осознанно, чаще всего в составе готовых средств или под контролем специалистов. Отдельного внимания заслуживает роль плюща в экосистеме. Это растение создает укрытие для птиц, насекомых и мелких животных. Его густые заросли защищают почву от эрозии и помогают сохранять влагу. В этом смысле плющ – настоящий защитник природы, который работает тихо и незаметно, но эффективно. Плющ также широко используется в декоративных целях. Он украшает сады, стены домов, беседки и заборы.
Его способность покрывать поверхности зеленым ковром делает его одним из самых популярных растений в ландшафтном дизайне. Но даже здесь важно помнить о балансе, потому что в природе плющ всегда стремится расти и расширяться. Интересный факт – плющ может жить очень долго. Известно растения, возраст которых превышает несколько сотен лет. Это еще раз подчеркивает его символическое значение – устойчивость, непрерывность жизни и связь времен. Он словно напоминает, что настоящая сила не в скорости, а в постоянстве. Несмотря на все полезные свойства, плющ не является универсальным средством. Его не используют внутрь в домашних условиях без опыта и знаний. Современная медицина применяет экстракт плюща в строго выверенных дозировках, что позволяет сохранить пользу и избежать рисков. Это хороший пример того, как древние знания находят свое место в современном мире. Плющ – это растение с характером. Он не кричит о себе, не бросается в глаза яркими цветами, но при этом остается рядом с человеком веками. Его сила в выносливости, его польза в правильном применении, а его ценность в балансе между природой и разумом. Если ты интересуешься растениями, которые несут в себе не только красоту, но и глубокий смысл, плющ заслуживает внимания. Он учит терпению, уважению к природе и пониманию того, что настоящая польза всегда требует знания и ответственности. Если это видео было для тебя полезным, поддержи канал лайком, так ты поможешь выходу новых выпусков о растениях и дарах природы. Подпишись, если тебе близка тема натурального здоровья и силы растений, и напиши в комментариях, что ты знал о плюще раньше и какие факты стали для тебя открытием.